У меня вот что для тебя есть, не шелусти-ка, не пугаю. На, брат. Vortex с длинной трубочкой. Ай, руку ему не надо трогать. На. На, Supreme. Векман географик. Руки ничего нет. Блин, ты че падаешь? Будет такой кусок. О, снимешь мне видос? Все, бля, ну не так тоже пизда. Всем привет, новый обзор. Сегодня на фоне Эльбруса. Вот такой вот кэп. Похож на какую-то птичку, типа колибри. И вот такой вот кэп. Vortex. Я думаю, все видели видосы, где Скофер тегает огромным шариком. Вот с таких кэпов попробуем. Есть двух видов. На мама типа система и папа система. На обычные банки и на банки, которых торчит пипочка из баллона. Попробуем и те, и другие. Ну, одни, я так понимаю, для тухляков и ультравайдов. Скорее для ультравайдов, а эти для обычных банок. Попробуем. Погнали тестить. Так вот сейчас кэп оденем на Эльбрус. Че? Что сделать? Просто кончился, смотри. Я пока не понял прикола этих кэпов. Ну, не сказать, что он как-то там прям супер широко пишет.
кажется, какой-нибудь астрофет с мастики пишет так же. Надо попробовать будет мастику одеть. Все, банка кончилась. На один этажок, на 2 этажка хватает. Расход бешеный вообще. А размер-то не сказать, что какой-то огромный. Ну, что это такое? Пробовал только на флейме. Попробую еще на мастике и попробую на белой банке. Сейчас потестим на ультравайзе и калибрика. Что-то не сильно широко. Может, помедленнее надо. Перчатки неудобно. Есть еще артон. Вот тут засрался. Но с собой есть трубочка. Минус, конечно, что эти кэпы засираются. Надо купить какую-нибудь смывку, попробовать промыть. Там поезд едет, пацаны. Надо отойти. Vortex. Слушай, ну это 2 банки этого бустера, если что. Как будто бы. Либо у меня руки не стоят. Это артон. Просто кэп этот новый тоже. Вот этот пиздатый кэп. Сейчас покажу. Можно вот так до стенки почти достать. Давай. Да, как так? Нахуй вообще пойдет. По себе. Friendly Fire. То есть, если, короче, медленно-медленно тегать, то можно вот на такой высоты сделать. Круто. Очень высоко, пиздец. Кайф прям. Я прям вообще не могу представить, какие эмоции, когда вот так пишешь, она туда достается пола, бля, да? То есть до конца 2-го этажа. У меня есть банка Изика новая. Сейчас попробуем, достанет ли до этой стены.
Может, можно будет тегать на расстоянии. Там камеры какие-то внизу. Ну, я думаю... Во! Не страшно. Смотри, Санек. Нет. Либо, знаешь, надо прям с таким огромным распылом, типа, делать. 100%. Туда мне самому не дотянуться вот потом. О! Подожди, тут тоже надо снимать. Да, ну это пушка. С мастики по-любому, да, еще лучше было бы. Ну, банка ушла, Изика. Банка Изика кончилась. Все. Топ. Чисто банка на тажок. Ну все. Больше куски не нужны, делаем только грязь. Ой, пойдемте. Смотри, как кто-то нарисовал. А это чей кусок там был? Я не помню, я же тебе говорю, 11-й год. Дракон. Какая еще драка? Прикольно, кстати, этот чел тут заморачивался. Как будто фигня, да? Конечно, получше, чем с обычной банки. Но как будто засралась. Ну, когда это трубку. Все. Краска-то еще есть. Ну, короче, трубочка повеселее. Попробую этот кэп еще с больших литровых банок и с флейма 600. Взял специально себе коробку.
короче, потестим еще. Если будет плохо писать. Но вот это не очень. Ну вот, может, как-то надо помедленнее и поверхность поинтереснее. Вот в целом линия толстая, но как-то все равно мне не особо получилось, не особо удобно. Трубочка мне пока больше заходит. Надо с белого попробовать просто. Трубочка, кстати, постоянно выпадает. Уже пару раз чуть не потерял. Давай, еще один. Так. Здесь, конечно, высоко. Там еще на отцеле Как будто да, не, еще в другом месте. Блядь, вообще нормально с мастики можно побаловаться. Конечно, мастика, это, блядь, она ждала своего часа, когда все эти ебаные помоют, блядь, все ух... А теперь... Она такая, блядь, дождалась, блядь. Готов к просмотру? Жесть. Бля, это просто кайф. Ну, как получится. Ну чё?
All City. Сокращенно. А-Сити. А-Сити. Ух ты. Да, вот на бустере, конечно, поинтереснее уже пишет. Ну вот, банка кончилась. Хотя, бля. Ладно, я просто так потегаю. Ровно на тажок. Нет, это картон литровый. Просто с этой трубочкой новой. Он целый был? Нет. Я с него там уже потегал и блики в прошлый раз сделал. Можно. Готовы? Ну, давай на скамейку сядем сюда. Слушай, так-то угарно. Мастика вообще делает хорошо. О,
Опа. Опа, опа. Ну что? Попробуем Vortex Артон литровый. Ну, что-то не очень, да? Как будто засрался. Хотя кэп новый. Какая-то шляпа. Да. Ну вот этот Vortex, который супер толстый. Ну да, он пишет, как обычный Астрик на этой банке. Хуже Астрика? Какая-то чушь реально. Так, ну-ка. Везите 81-ю цепь. Я говорю, бля, мужик, да это, блядь, он с хуёв нормальной краски только пишет, нормально. Говорю, с хуёв это пиздец просто. Сейчас попробуем флейм. О, ну тут как будто получше уже. О! Вот это уже поинтересней. А? У тебя за интернет оператор был. Не помню. Просто ты говоришь, что у тебя YouTube. Да. Вот это прикольно. Угу. И что, мы идем, рисуем, короче, один продакшн. И я пьян. Мы рисуем в местном, сейчас будет лететь еще жестко, прям нам будет. О, говно. Так высоко не достанет. А есть еще такие сетки где-нибудь? Если честно, как будто бы фейк пока. Не хватило.
Все. У тебя там руки не будут трясаться что-то. Все, снял. Страшно, на стрите штегаем. Сейчас сфоткаю. Я на панораму снимал, чтобы бледно очень. Понял. Сука, не такие. А! Ну, блядь, да что? Все, цветами поменялись, попадем. Давай. Я думал, сейчас будет этот, от стены. Да я куда вообще в середину? У меня уже рука, походу, забилась. Ты куда там влево кому-то кидаешь? Все, смотри. Да, у меня рука соскочила. Я по другой технологии попробую. Смотри, все, заканчиваем. Да блин, у меня то... почти все равно. Еще кидать. Все, вот, с разбега понял, да, технику. Да, сейчас мы давай заберемся. Я не понимаю, ну что? Слушай, если бы там жила девчонка, которая тебе нравится, и ты кидал бы камни, чтобы она вышла, блядь, вы бы не познакомились. Я бы кидал, пока не попаду. Да, блядь, что-то так тяжелее, как будто. О, вот так вот, да. Чем мы занимаемся в свободное время? Ой, О, Хаск сделал это. Никого там не зашибли? Что, слышь, обратно? Ты поддавался, как будто... И он хотел обратно ее выкинуть, я ему в залепил. Сорян, братан. Он на темненьком. Блин, вместе с этой штукой вылезла, прикиньте. Вот это минусы флеймбустера, что вот эта фигня вылезает в моменте. И тяжеловато. Ну все, че. Просто накинуть и сейчас законтурить, вообще прикольно будет. Ну, она же высохла. Да, это будет вообще различно. Это трубочка. Вот такая еще есть. Это трубочка. Достатки уже банки, конечно. Вот она что течет. Что происходит? Что она не хочет работать. Не работает.
Жесть, блядь. Че, я тут по тегу? Дело грязь. Ну, это в прямом смысле прям. Иди на соседний вагон посмотри. Заметил? Смотри. Ну так, такая все. Вот, такой кусок нормально, смотри. Да, я видел. А ты сгорел? Не, не ходил еще. Пойдем сходим, ну ладно, контури сходим. Блин, а может это реально законтурить? А, у меня черного нету. Это все пустое. Черная мастика. Она чуть повыше. А вот белая — это банка обрухи. Мне дали банку обрухи, а она с трубочки тоже идеально писала. Но единственное, вот один тажок, одна банка ровно, и она текла. Рука вся была в краске. Сейчас уже отмыл. Ну, короче, за 50 рублей с трубочки топ. Тоже трубочка. Короче, трубочка с мастики. Это прикольно. Насчет. Походу обе мастики на один тажок уйдут. Ветром сдувает, прикинь. Следующее. А что, краска там осталась? Слушай, ну как будто бы вот там вот она не добьет до второго этажа, там выше. Она что-то пишет. Как будто получше была. Ее ветром сейчас сдувает, блядь.
Все равно за... Да, бодряк. Вот на веках, кстати, тоже даже райпи. Да мастика выгорит. Ну это все равно на веках. Потрусить хорошо надо. Да я вроде потряс чуть-чуть. Ну чуть-чуть. Видишь, реально как будто сдувает куда-то в сторону постоянно. Что-то непонятное. В прошлый раз как-то помощнее писала. Все. Бля, мясо. Все, кончилось, да? Да. Вот есть такая же трубочка на обычной банке, из мастики также примерно пишет. Чуть-чуть, может быть, пониже. Вот так вот с трубочки пишет. Мощно. Я видел ваши в ТикТоке видео, там вот вы смешно так вот заправляете, вы там из банки и там очень смешно, это смеялся. Короче, все нормально, да? Все очень. Что, попробуем залить кусок на лайне с бернера. Кот, конечно, снова забился. Но закрашивать можно очень быстро. Расход, понятное дело, увеличен. Это все, банка бернера кончилась. Я с нее накинул и залил 2,5 буквы. Дальше сута.
Пожалуй, есть. На, лови. Бликов даже, да? Ну да. Пацаны нарисовали 2 дня назад. Я не смог приехать. Но так как договаривались о них цветах, вот доделал. Жалко, что этот кэп не работает на 400-ках. 400-ок, конечно, было бы подешевле тегать. Нужна краска с высоким давлением. Ну, это как бы работает, ну, как обычный астрофет, только с большим расходом. Чё? Трубочка работает реально высоко. Вот, можно сравнить. Девушка идет на высоту. Короче, выше человеческого роста начинается на вытянутую руку. Самая верхняя линия, он вообще по 2-й этаж, по окну. Единственное, эту трубочку сломали. Втулку, но здесь виновата не трубочка. Чел в Ростове перестарался, слишком сильно в мастику ее вставлял, что сломал. Жалко, стоит дорого, 350 рублей. Но у меня есть еще одна.
А вот этот кэп, который с круглой точкой, на мастике вот вчера потегал, но он забился, засрался. У меня есть тоже еще один, попробую еще один на мастике. Это, конечно, непонятно. Может, какого-нибудь отстони замочить. Но, блин, слишком дорого и слишком широкая втулка, чтобы он забивался. С трубочкой работает весело. Обычный Vortex под ультравайд. Пишет прикольно, особенно со светлых цветов. Если какая-нибудь гладкая темная поверхность из белой банки, из белого ультравайда, либо с хрома, пишет широко. Но я думаю, вы все сами поняли, смотря видео. Так что пишите свое мнение, свои комменты, кто как пользовался, не пользовался. Интересно чужой опыт послушать. Семьей, до новых обзоров.